Всем привет, с вами Давилыч, и сегодня на обзоре быстрая USB флешка от Orica, объем 256 гигабайт. Кстати, данную флешку можно купить на официальном магазине AliExpress, ссылочку оставлю под этим видео, переходите, смотрите, сравнивайте и смело можете покупать. Флешки быстрые важны, флешки быстрые нужны, и у компании Orica есть что нам предложить. В данном корпусе есть два типа флешек, одни со скоростью до 100 мегабайт в секунду, но есть и топчик. Это у нас 411 мегабайт в секунду на чтение заявлено. И это будет очень круто посмотреть, реально ли так. Что касается комплектации, то ничего особенного. Единственное, шнурок и флешка. Флешка у нас с колпачком, все по классике. Здесь никаких претензий нет. Я не увидел здесь никаких индикаций. Ну и, конечно же, это у нас USB 3.2 Gen 1 флешка. А значит, скорости она должна показать хорошие. По крайней мере, я на это надеюсь. У нас здесь есть кожаная вставка. У нас полностью металлический корпус. Заявлено, что она у нас водонепроницаемая и там все блага, противоударная, бла-бла-бла. И это очень круто, хотя это есть у многих производителей. Главная особенность данной флешки — это, конечно же, скорости, потому что на USB флешке 400 мегабайт в секунду, а здесь у нас 411. Если она действительно покажет такие скорости, это очень круто. Многие скажут: блин, нафига флешка, когда есть SSD? Но SSD внешне это не совсем всегда удобно, потому что отдельно проводок, корпус у нас все равно больше, и у флешки главный неоспоримый плюс — это, конечно же, размер, потому что такую компактную флешку можно повесить на ключи, и всегда у вас будет с собой емкий накопитель, и надеюсь, что также очень быстрый. Что ж, давайте подключать и переходить к тестам. Ну а сейчас давайте подключать нашу флешку Orica UFSD. Итак, все отлично, все подключилось. Смотрим на файловую систему. Флешка у нас отформатирована в EXFAT, 238 чистых гигабайт. Отлично, в таком виде будем, значит, все тестировать. Crystal Disk Info у нас, конечно же, ничего не отображается. Если перейдем в CPU ID хардовый монитор и свернем все ненужное, у нас здесь флешка есть, но тоже никаких температур, ничего здесь не отображается. Значит, смысла в этих утилитах в данный момент нет. Ну и давайте посмотрим, что же нам выдаст флешка в утилите Crystal Disk Mark. А пока у нас идут тесты, перейдем на официальную страничку с нашей топовой USB флешкой Orica на официальной страничке AliExpress. Это, конечно же, Orica Official Store. Ну и смотрим. 411 мегабайт в секунду, объем от 64 гигабайт до 512. Можно выбрать как с Type-C разъемом, так и с разъемом Type-A. Просто Type-A самый распространенный, поэтому я выбрал именно эту флешку. Ну и давайте посмотрим, что же нам здесь говорят. Сплав, автомобильный дизайн, стабильная скорость, мощное хранение, то есть высокий объем хранения, водонепроницаемый и прочный металлический корпус. Это действительно круто. Широкая совместимость, 3 года гарантии, только замена, но не для ремонта. Ну и у нас формат по умолчанию FAT32, EXFAT. Мы с вами увидели на нашей флешке. Ну и все. Давайте посмотрим. Да, дизайн действительно очень интересный. Есть вставка из кожзама, что мы уже увидели на анбоксинге. Ну и, конечно же, чтение 411 мегабайт в секунду, запись 353. Интересно. Посмотрим, что будет на самом деле. Ну и, конечно же, высокая производительность, температуры. В общем-то, да, с кожей здесь у нас якобы все. Для офиса, для дизайнеров, для гиков. В общем, очень удобная и интересная USB флешка. Ну и, конечно же, приведены различные флешки, которые сейчас есть у Orica. Все. 411, 353. Кстати, 18 на случайном 4К. Очень неплохой результат. 278 баллов. Все это посмотрим, проверим. Все тесты. Ну и отзывы. Отзывы от покупателей. Ну и я думаю, здесь должно быть все прямо супер. Да, действительно. Но посмотрим, что будет на нашей. Ну и при заявленных 411 мегабайт в секунду на чтение, 353 на запись, мы с вами получаем 410 и 365.
В общем-то, все соответствует тому, что мы с вами видели. 1898 было на случайном 4К, у нас же по факту 1804. Результат действительно крутой для USB флешки. Смотрим, что будет дальше. В утилите AES SSD Benchmark наша флешка набирает 211 баллов. И для USB флешки это отличный результат. Здесь без каких-либо вопросов. Здесь все очень быстро и хорошо. Давайте посмотрим, что у нас будет на тесте ATO-Disk Benchmark. Кстати, что у нас по нагреву флешки? Да, флешка у нас такая хорошенько тепленькая. В ATO-Disk Benchmark на больших блоках все в полном порядке, все очень быстро. На мелких блоках, да, есть вопросы, но все равно для USB флешки здесь все очень замечательно. Смотрим, что у нас будет на тесте AJA Video Systems. Поменяем размер файла на 1 гигабайт. Скорости супер. Ну и на игровом тесте наша флешка набирает 425 баллов. 3D Mark тоже отличный результат. Что ж, сейчас сворачиваем все наши синтетические тесты. Давайте посмотрим, что у нас по операциям ввода-вывода на синтетике. Ну и тесты можно свернуть. На нашей флешке команду trim через оптимизацию выполнить, скорее всего, не получится, так и есть из-за файловой системы EXFAT. Так что делаем паузу 15 минут и переходим к тесту на реальную скорость записи. Ну а теперь давайте копировать нашу любимую папку рендер объемом 100 гигабайт с PCIe 4.0 SSD Samsung PM9A1 и давайте смотреть на скорости. 300 мегабайт в секунду на реальной записи, это круто, это прямо очень достойно, но после записи примерно 3 гигабайт скорость у нас снижается до 220, 230, и после записи 5 гигабайт у нас скорость снизилась и вернулась обратно на отметку 230 мегабайт в секунду. Что ж, очень интересно и очень быстро. Давайте подождем завершения записи первой папки. После записи 25 гигабайт у нас скорость снизилась до 150 мегабайт в секунду. И после 30 примерно у нас скорость снижается до 30 и снова возвращается на отметку 230. Очень интересно ведет себя флешка и очень быстро. К концу записи первой папки скорость держится в среднем в районе 150 мегабайт в секунду. Но к концу записи второй папки скорости все так же скачут, но вроде как держится в районе 150 мегабайт в секунду. Ну и также скорости поднимаются и до 200 мегабайт в секунду и выше. Сейчас ждем завершения записи второй папки и запустим тест Crystal Disk Mark без какой-либо длительной паузы, чтобы просто посмотреть, как ведет себя наша флешка при заполнении на 84%. И получаем скорости, которые у нас стали пониже того, что было у нас на абсолютно пустой флешке. Да, скорости снизилась, случайная 4К у нас снизилась тоже. Ну и, кстати, скорость чтения снизилась, а скорость записи осталась примерно на том же уровне. Там 13 мегабайт в секунду, не такая большая потеря. Я думаю, это все связано с нагревом нашей USB флешки, поэтому сейчас давайте сделаем паузу 15 минут, после чего запустим тест Crystal Disk Mark снова. Скорость чтения у нас немножко выросла линейная, скорость случайного 4К чтения осталась на прежнем уровне, запись та же самая. Да, думаю, вероятнее всего это связано именно как раз с нагревом нашей USB флешки. Сейчас сворачиваем все наши тесты для того, чтобы выполнить тест линейной записи. Так, стоп, зачем нам линейная запись WD64, когда мы с вами запустим утилиту H2 тест и посмотрим, что у нас будет на нашей флешке после того, как мы, конечно же, удалим все записанные на нее данные. Тест у нас завершился, и мы с вами можем увидеть чтение на всем объеме со средней скоростью 315 мегабайт в секунду, а запись 151. И это, я считаю, отличный результат. Никакие графики и до 64 здесь уже делать просто нет никакого смысла.
Тесты сделаны, результаты получены, и результаты офигеть какие крутые. Да, здесь у нас действительно 411 заявленных мегабайт в секунду на чтение. По записи у нас тоже все подтверждается. Это 365 в синтетике. На реальных тестах у нас там 300 с небольшим на чтение. И, друзья, 150 мегабайт в секунду реальная скорость записи, средняя скорость записи на всем своем объеме при непрерывном заполнении. Это очень круто, это очень быстро и это очень зачетно. То есть эта флешка действительно заслуживает вашего внимания, особенно тех, кто не любит ждать. Кому нужен быстрый накопитель данных, чтобы можно было быстро и записать, и считать отсюда данные. При этом также кому нужен компактный флеш-накопитель. Здесь у Орика получилось все очень круто. Да, это не из дешевых флешек, но она действительно того стоит. И, блин, вот рекомендую всем и каждому. И при всех ее достоинствах, казалось бы, что может быть здесь плохого, да? Какие могут быть минусы у данной флешки? Минус здесь есть. Лично по мне колпачок вот этот вот, он слабоват. То есть вы его достаточно быстро потеряете. С другой стороны, постоянно одевать, снимать колпачок, как бы зачем надо. Сняли, повесили на ключи вот в таком вот виде, и все. Постоянно пользуйтесь, постоянно используйте. Никаких проблем, никаких сложностей у вас возникнуть не должно. Да, понятно, с колпачком она выглядит целостно, естественно, красиво. Но и без него все отлично. Самое главное этой флешки — это, конечно же, скорости. Высокие скорости на чтение и на запись. Да, она в процессе нагревается. Ну а как иначе? Все быстрые устройства у нас всегда нагреваются. Но она не кипятильник, руки вам не обожжет, ожогов не оставит. Да, горячая при постоянном непрерывном воздействии, да, на запись особенно. Но все терпимо. Так что очередной шедевр от компании Orica сегодня на обзоре. Круто, рекомендую к покупке. Ну а на этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. Всегда можно сказать спасибо автору канала, купив фирменный значок на Авито. Ссылочка есть снизу. И для того, чтобы тесты и обзоры были максимально полными, открыт сбор на пирометр. Хотелось бы флюк, ссылочка на Donation Alerts есть в группе ВК. Теперь точно все. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит эта флешка, в официальном магазине Orica Official Store на AliExpress, ссылочка внизу. Переходите, смотрите, сравнивайте и смело, даже я бы сказал, не глядя, можете покупать. Главное, не перепутайте, потому что такая флешка есть на 100 мегабайт в секунду и есть на 400. Это самая быстрая.